Удары по энергосистемам Украины идут непрерывно, но в последние дни российской армии удалось поставить своего рода рекорды. Так, недавняя атака на Кривой Рог продолжалась почти сутки. По некоторым свидетельствам, более суток. Без малого 3,5 года назад, 11 сентября 2022 года, началась кампания по замораживанию украинских городов, преимущественно на востоке и в центре страны. Удары по теплоэлектроцентралям и другой критической инфраструктуре наносятся уже 4-й год подряд. В начале же этого года сошлись несколько неблагоприятных факторов. Во-первых, настали сильные морозы. В прошлые 3 зимы жителям Украины везло с погодой куда больше, а сейчас температура опускается до минус 20. Во-вторых, наблюдается совокупный эффект от повреждений украинских энергосистем, накопившихся за последние годы. В-третьих, просели возможности украинской ПВО. А вот возможности российской армии бить по энергообъектам возросли. В России уже сотни миллиардов вложены в производство дальнобойных средств поражения, ракет и дронов. Сейчас одноразовый беспилотник «Герань», он же локализованный иранский «Шахед», одно из самых массовых изделий российской промышленности. На Минобороновском телеканале «Звезда» даже рассказали об изготовлении дронов в одном контексте с традиционными ценностями. Тимур Шагивалеев давно заступается за традиционные ценности. Более того, в цехах завода часто можно увидеть плакаты «Курчатов, Королев и Сталин живут в твоей ДНК». Так молодым сотрудникам и напоминают, что в них содержится частичка ДНК великих предков. Игоря Курчатова, автора ядерного проекта, Сергея Королева, реализовавшего идею полета человека в космос, и крайне эффективного управленца, руководителя государства Иосифа Сталина. Отсутствие света, воды и тепла в многоэтажках Харькова, Кривого Рога, Днепра, Запорожья и Киева стало одной из главных тем на российском телевидении. Поговорим о том, как преподносят эту тему ведущие, а главное, как себе объясняют происходящее некоторые из телезрителей и читателей провоенных блогов. Мы не раз отмечали, что по совпадению кампания по уничтожению украинской энергетики началась во время прямого эфира воскресной программы с Дмитрием Киселевым. Получив срочные новости о российских ударах по теплоэлектроцентралям в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях, Киселев дважды повторил фразу «Спецоперация перешла в новое качество». Вечером 11 сентября 2022 ведущий проговорил: «Удары по ТЭЦ являются ответом на контрнаступление ВСУ». Такую риторику оценили не все. Нашей редакции очень запомнился один комментарий на Пикабу, который мы прочитали аж 3,5 года назад. Он один из сотен тысяч, да и весьма в грубой форме написан, но уж отразил настроение. Ну, так себе повод для гордости. На поле боя обосрались, но под дверь нагадили. Еще один характерный отклик из 2022-го. Харьков – это же преимущественно русскоязычный город с этническими русскими. Почему все так радуются уничтожению гражданской инфраструктуры в Харькове? Поясню. Согласно переписи, русским себя называет каждый третий харьковчанин. Согласно исследованию 2024 года, русский язык остается основным для 84% харьковчан, украинский для 43%. В сумме больше 100%, потому что некоторые респонденты выбрали оба языка. Кстати, в Запорожье русскоговорящих те же 84%, в Киеве 54%, в Днепре 85%, а в Одессе аж 92%. Именно эти города как раз относятся к числу наиболее пострадавших от кампании по вымораживанию Украины. Так вот, идея, что за успехи ВСУ следует карать русскоговорящие города, была принята неоднозначно. Бывший вице-президент Александр Рудской назвал такие удары изменой, а тех, кто их инициировал, дебилами. Это уже не анонимный коммент из интернета, но слова боевого летчика, заслужившего в Афганистане золотую звезду героя. Всякому россиянину легко поставить себя на место украинца. Большинство зрителей моего канала живут в панельных многоэтажках. Если посреди зимы в таком доме отключается отопление, квартиры превращаются в холодильники. Бетон вытягивает тепло из всего живого. Не случайно одна из самых распространенных тюремных пыток – помещение человека в неотапливаемую бетонную камеру. А в случае с городами ситуацию могут усугубить выбитые взрывной волной окна. Очень тяжело приходится семьям с детьми. Тут накладывается еще одна проблема. У детей, да и у их родителей тоже, едет психика от постоянной депривации сна. Буквально каждую ночь воздушная тревога или несколько. Необходимо со всей семьей нестись в убежище. На удачу рассчитывать не стоит. Даже в тех случаях, когда российские дроны и ракеты не нацелены на жилые дома изначально,
при массированном запуске всегда есть процент отклонения. Но и специально по многоэтажкам тоже бьют. Кажется, в 26 году это очевидно уже всем. В марте 24-го я рассказывал, как в Одессе прямым попаданием по квартире была убита половина семьи, которую я знаю через одно рукопожатие. Тогда погибли 31-летняя Анна Гайдарджи и ее сын Тимофей, которому не было и 4 месяцев. Остались в живых ее муж Сергей и дочь Лиза, которые были в другой комнате. После трагедии они уехали за город. Так вот, совсем недавно в дом Сергея и Лизы снова попал дрон «Камикадзе». Сами они остались живы, но дом сгорел. Смертельная опасность возникает не только в момент налета, но и потом. Без электричества не работают лифты, что абсолютная катастрофа для пожилых и маломобильных. Такие люди физически не могут подняться на свой этаж, особенно с продуктами и водой, а в кране воды нет. Без посторонней помощи люди с травмами, с инвалидностью, те, кто болеет или просто достиг почтенного возраста, все они обречены. Кстати, Украина вторая после России страна по числу ныне живущих участников Великой Отечественной. По данным на 9 мая 25 года в Украине жили несколько тысяч фронтовиков, а тружеников тыла, людей, переживших нацистскую оккупацию, и детей войны, сотни тысяч. В начале 22 года был специфичный пропагандистский сюжет. Российская армия, мол, идет в Украину спасать ветеранов. Но потом он из официальной повестки исчез. Время работает на нас. С воздуха мы продолжаем уничтожать критически важную инфраструктуру, которая позволяет нацистскому режиму все еще шевелиться. Пусть со все большими перерывами, но пока еще пользоваться электричеством и связью, отапливать города, пользоваться водопроводом и канализацией. По мере планомерного уничтожения энергосистемы Украины все это уже превращается в роскошь, часто уже непозволительно. Прямо сейчас на российском телевидении, причем на одних и тех же телеканалах, удары по критической инфраструктуре Украины освещаются по-разному. Причем варианты отличаются по степени кровожадности. Самый некровожадный – рассказывать о последствиях, но не упоминать причины. Подавать информацию так, будто нет никаких ракет, сотен шахедов каждые сутки, нет воздушных тревог, которые длятся по полдня. Просто сами собой происходят коммунальные аварии. Это город Днепр, это Украина. Вот так вот люди у нас ходят с фонариками. В Днепропетровской области снова непроглядная ночь. Там продолжаются масштабные отключения электричества. Без света остались крупные заводы и предприятия по всей области. В самом городе ситуация критическая. Нарушена подача тепла и воды. Жители либо остаются без водоснабжения вовсе, либо получают из кранов грязную техническую воду, непригодную для питья. Из-за масштабных отключений электричества люди вынуждены заряжать телефоны и технику в работающих магазинах и на заправках. Орет тревога, и полностью весь город потух. Мне тут пишут, звонят, мои знакомые, родные, близкие, говорят, вообще весь город отключили. Не лучше ситуация и в Киеве. Так сейчас выглядит центр. Без света остались многие жилые дома, предприятия и целые улицы. В ряде районов отключения длятся уже больше суток. Некоторые ведущие говорят о российских ракетно-дроновых ударах, но настаивают. Не перепутайте, мол, армия России бьет только по военным объектам, а ВСУ по гражданским. Украинские СМИ пишут о серии мощных взрывов в Киеве, Харькове и Чернигове. Что именно поражено, не уточняется. Тревогу за ночь объявляли несколько раз. Сигнал звучал, в частности, в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Напомню, наши военные бьют только по объектам, связанным со снабжением ВСУ. Как уже много раз заявляли в российском Минобороны, это ответ на украинские удары по российской гражданской инфраструктуре. В некоторых выпусках новостей даже заявляется, что российские удары хронологически совпадают с окончательным износом украинского ЖКХ, но это никак не связанные между собой явления. И дело здесь вовсе не в российских ударах, как говорят в украинских СМИ. Министерство обороны подтверждает, целью российской армии были объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, но только те, что используются в интересах ВСУ. Склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА. А в том, что украинцы замерзают в своих же квартирах, ответственность некомпетентных властей. Другой вариант более кровожадный – заявлять,
что стоит задача полностью обесточить украинский ВПК, а гражданские жертвы – это сопутствующий ущерб. Тема усиления морозов сейчас как никогда актуальна и для Украины. Стратегия по разрушению энергосистемы, питающей военную машину киевского режима, дает свои плоды. Массированные комбинированные атаки по объектам критической инфраструктуры нанесли серьезный ущерб украинским заводам, производящим ударные беспилотники, которые потом запускаются по российской территории. Энергетический голод, помимо военных производств, ощутило на себе и жилищно-коммунальное хозяйство Украины. В Киеве ситуация начала обретать катастрофический характер после выведения из строя ТЭЦ-5 и 6, обогревавших буквально половину украинской столицы. По меньшей мере 6 тысяч домов в момент лишились теплоснабжения и начали промерзать. В действительности, удары по украинской энергетике на ход боевых действий никак не влияют. Ведь не существует способа прям совсем уничтожить генерацию электричества. Какое-то количество энергии все равно будет производиться и идти на военные нужды. Те из ведущих, кто это понимает, картинно обращаются с телеэкрана к Зеленскому. Дескать, пусть бессердечный главарь киевского режима перестанет снабжать электроэнергией производство боеприпасов и отдаст остатки мощностей обычным людям. Этакий показной гуманизм. В прошлом фрагменте ведущий Евгений Тишковец заявил, мол, украинские гражданские не являются целью для атак. Ровно в той же передаче, буквально через минуту, он начинает плавно и аккуратно подводить к тому, что все-таки являются. Дескать, задача в том, чтобы граждане Украины сами потребовали от Зеленского сдать территории Путину, лишь бы тот перестал их бомбить. Но тут, как говорится, не до сантиментов. С самого начала СВО российская армия действовала предельно аккуратно, словно скальпелем, пытаясь вырезать раковую опухоль нацизма на Украине. Руководство России неоднократно давало киевскому режиму возможности урегулировать конфликт мирными способами. В ответ последовала лишь активизация террористической деятельности, вплоть до попыток атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области. Украинская пропаганда бесновалась по этому поводу. Но теперь на фоне отключения тепла и света в облученных телемарафоном умах украинцев стали появляться проблески здравого смысла. Перелом в общественных настроениях в своей статье отметила американская газета «Нью-Йорк Таймс». Даже те, кто еще недавно жестко выступали против любых уступок России, сейчас готовы отдать Донбасс ради окончания войны и бомбежек. Самый жесткий вариант информационного сопровождения ударов – открытое людоедство и расчеловечивание украинских граждан. Технология простая. Сострадать можно людям, а если пострадавшие и погибшие людьми не являются, то сострадание неуместно. Это не какое-то новое веяние. Еще осенью и зимой 22 года часть российских телеведущих встали в позу. Дескать, все беды нашей армии от того, что она слишком миндальничает с вражеским населением. Спикеры заявляли, дескать, врагов следует уморить холодом и ничего и никого не жалеть. Нетрудно догадаться, что именно такую линию гнет Владимир Соловьев, как на Россия-1, так и на собственном телеканале Соловьев Лайв. Вот мы, наконец, стали выносить к чертям. Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов и не будет Киева. За ним охотно повторяют ближайшие коллеги, один из которых Армен Гаспарян, по совместительству соавтор нового школьного учебника по истории. Ну, сейчас потому что понесется. Всевеликий плач, они там страдают. Ну и что? Ну и дальше что? Ну страдают. Извините, а люди на Донбассе страдают от этой сволочи 11 лет. 11! Не будет ничего страшного, если какая-нибудь краля Галя сдохнет в коликах. В Чернигове. В личном телеграм-канале Гаспарян буквально коллекционирует видео прилетов по украинским городам, сопровождая их остроумными, как ему кажется, комментариями. А в прямом эфире может ненароком выдать речь в стилистике руководителя СС Генриха Гиммлера. Вот сравните. Но, суть по всему, это и происходит, просто выкашивание всего, что есть на левом берегу. Дальше толпа понесется по Украине, и гораздо проще проводить зачистку территории от оставшегося там отребья. Ну да, это очень цинично, но это прагматичный ход. А почему мы должны заботиться об этом населении? Вот я единственное не понимаю вот эту вот тональность. Ну то есть
Они голосовали за власть. Власть их всю дорогу устраивала. А заботиться о них должна не та власть, которую они поддерживали, а должен заботиться Путин. С какого перепуга? Путин должен заботиться о русских людях. Путин не должен заботиться о Рагулье. Правда? Лишь один принцип должен существовать для члена СС. Честными, порядочными, верными мы должны быть по отношению к представителям нашей собственной расы и ни к кому другому. Живут ли другие народы в довольстве, или они подыхают с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нам, как рабы для нашей культуры. Гиммлер. Одно дело, как происходящее обсуждается на российском телевидении. Другое, как некоторые зрители объясняют эти события сами себе. Мы провели небольшое исследование, почитав комментарии в провоенных сообществах в Z-телеграме и выявили некоторую закономерность. Хорошо видно, что люди, вроде бы поддерживающие заморозку украинцев, находятся с собой в конфликте. В глубине души они явно понимают, что все это ненормально. И не столько рационализируют удары по инфраструктуре Украины, сколько проворачивают психологический трюк, находят события, которые можно мысленно как бы кинуть на другую чашу весов. Мол, и то ужасно, и все ужасно. В итоге одно другое каким-то образом уравновешивает типа. Мы увидели 3 таких сюжета, которые повторяются много раз. Комментаторы, например, вспоминают одну и ту же цитату аж от 25 мая 99-го. Ее сейчас можно найти в архиве на сайте НАТО. В те дни натовская авиация бомбила Югославию, и на пресс-брифинге секретарь организации Джейми Ши заявил следующее. Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы его население имело доступ к воде и электричеству, ему достаточно принять 5 условий НАТО, и мы прекратим эту кампанию. Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Если из-за этого есть последствия для гражданского населения, то это ответственность Милошевича. Надо сказать, это абсолютно жуткая и ужасная цитата. Как же это вообще так, лишать людей электричества и воды? Как это может говорить пресс-секретарь НАТО? Только беда в том, что люди, цитирующие пресс-секретаря НАТО, каким-то образом соединяют 2 диаметрально противоположные позиции. С одной стороны, они резко осуждают так называемые гуманитарные бомбардировки Югославии, считая их неприемлемыми. Но с другой стороны, они преподносят их как пример правильных действий, которые России можно или даже нужно повторить, но в гораздо большем масштабе, с повышенной жестокостью. Для понимания, налеты на Югославию проводились с 24 марта по 10 июня 99-го. 2,5 месяца весной и летом, а не 4,5 года преимущественно зимой. То есть при всей неадекватности происходящего о том, чтобы заморозить сербов, речи таки не шло. А главное, НАТО бомбило Белград и аж четверть века назад. Причем что-то харьковчане. Харьков к тем событиям имеет еще меньшее отношение, чем Москва, к которой Югославия обращалась за заступничеством. И натовская авиация так-то взлетала не с Харьковской площади и не с аэродрома в Харькове и вообще нигде в Украине аэродрома натовского не было. А взлетали они с авианосца американского Теодор Рузвельт. Так при чем тут Харьков-то? Вечный вопрос, почему им можно, а нам нельзя, направляется совсем не по адресу. Но пользователи соцсетей, о которых мы тут говорим, как-то вот так не рассуждают. Потому что у них как бы получается баш на баш. Мы бомбим Украину, а НАТО бомбила Югославию. И так достигается какое-то равновесие, которое позволяет им это все как-то переваривать в голове. Не менее часто в комментариях вспоминают 2 события, уже связанных с Украиной. Первое – авиаудар по зданию Луганской областной администрации, захваченному активистами ЛНР. Он произошел 2 июня 2014-го, погибли 8 человек, среди жертв были случайные люди. Тогда заместитель генпрокурора Украины выдвинул версию, что людей убили не авиационные боеприпасы, а ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса, чья система наведения среагировала на кондиционер на фасаде здания. Теперь, спустя 12 лет, в провоенных группах пользователи массово припоминают тот самый кондиционер. Еще одно событие – энергетическая блокада Крыма в 2015-м. За 5 недель до окончания российско-украинского контракта на поставку электричества в Крым группа вооруженных людей подорвала в Херсонской области линии передач. С 22 ноября по 8 декабря люди на полуострове сидели без света.
Организатору той блокады, Ленуру Ислямову, российский суд заочно дал 19 лет. В логике авторов, пишущих про Луганск и Крым, получается такая запоздалая, справедливая месть. Главное ни в коем случае не задаваться вопросом, кому именно решили тысячекратно отомстить. Если кто-то из таких людей меня смотрит, а я знаю, что бывает, что смотрят, попробую дать небольшую пищу для размышлений. Мы тут часто озвучиваем статистику по Донбассу из официальных российских медиа. В Мариуполе осталась половина жителей, в Северодонецке треть, в Курахово пятая часть, в Авдеевке 2%, в Попасной 1%, в Угледаре менее процента, в Бахмуте 0%. Если взять все остальные донбасские города и села, куда-то подевались суммарно более 1 миллиона человек. Но эти люди не испарились, и, к счастью, не все погибли. Многие из них живут в общежитиях и съемных квартирах в тех самых городах, которые российская армия пытается заморозить. В конце небольшое наблюдение. Отсматривая недавние сюжеты про города Украины на сайте ВГТРК, мы увидели также и репортажи из населенных пунктов России, где никаких боевых действий нет. За окном мороз, волгоградцы по возможности стараются реже выходить из дома. А жильцы одной из многоэтажек в Краснооктябрьском районе вынуждены и дома одеваться тепло. В квартирах комфортную температуру поддерживают обогревателями. При этом за электроэнергию уже пришли солидные счета. Или вот. Жители поселка Дружная Горка Гатчинского округа замерзают прямо в своих квартирах. По словам людей, в помещениях настолько холодно, что иногда даже идет пар изо рта. Много сейчас таких новостей, а из многих мест даже новости не поступают. Российское правительство хорошо научилось ломать, замораживать украинские города, украинских жителей, производить вооружение для того, чтобы уничтожать электростанции, теплоцентрали. Это успешно получается, в это инвестируются большие деньги. А вот строить как-то не научились. До завтра. Thank you.